Привет! Готовим самый осенний знаменитый американский тыквенный пирог, от которого без ума даже дети. Расскажу и покажу так, чтобы у всех получилось. Основа — это бесподобное слоеное песочное тесто, причем без замеса руками, и нежная воздушная тыквенная начинка со сгущенкой и пряностями. Рецепт подан для формы диаметром 24-28 см. Тыкву нарезаем крупными кусками и выкладываем кожурой вверх на противень, застеленный пергаментом или специальным ковриком. Это примерно 900 грамм тыквы без косточек. Печь примерно 1 час при 200 градусах или даже больше. Накрывать не нужно. Пишите, как вы готовите тыкву для такого пирога. Тем временем готовим песочную основу, не пачкая ручек. Есть два способа. Первый — воспользоваться измельчителем блендера с большими ножами или кухонным комбайном. Выкладываем очень холодное, но не сильно твердое масло. Затем мука, соль и сахар. Вся мука может не поместиться, если маленький блендер. Ничего страшного. Измельчаем в кружку, это буквально 10-15 секунд. Высыпаем в миску, добавляем оставшуюся муку и ледяную воду с соком лимона. Быстро перемешиваем ложкой или лопаткой. Не нужно месить ни в коем случае. Нужно просто собрать это в один комок. И сделаем это вот так с помощью пакета. Захватываем всю смесь и уже в пакете просто прижимаем эту массу в один комок. Отправляем в холодильник на 1-2 часа. Можно хранить 4 дня, а в морозилке 2 месяца. Второй способ старинный. Натереть замороженное масло с мукой на терке. Возвращаемся к начинке. Готовая запеченная тыква легко протыкается ножом и легко отделяется от кожуры. Можно запечь ее заранее. Нам необходимо 500 грамм мякоти, слегка охладить и пюрировать блендером. Добавить щепотку соли, сгущенное молоко, чайную ложку корицы, а затем по щепотке молотых имбиря, мускатного ореха, гвоздики, кардамона. Также чайную ложку ванильного экстракта, готовлю сама, и цедру лимона, а также 2 желтка. Отставляем пока в сторону. Достаем тесто, припыляем стол и поверх теста также мука. Аккуратно раскатываем в круг больше диаметра вашей формы. Раскатывается тесто легко, перенести в форму тоже легко. Лишнее тесто на краях можно обрезать и украсить верх пирога, а можно подвернуть на бока. Оно очень вкусное, толщина лишней не будет. Дно наколоть вилкой. А дальше 2 варианта, которые зависят от вашей духовки. Самый легкий — поверх теста сразу вылить начинку и отправить в духовку. Но у некоторых тесто на дне под начинкой не пропекается. В таком случае запекаем сначала тесто 10-15 минут, положив сверху поверх пергамента залежавшуюся фасоль или горох. Тем временем взбиваем белки буквально 20 секунд. Затем сразу тыквенную массу. Теперь добавим в 2 приема белки к пюре, аккуратно размешаем и сразу выливаем на тесто. Украшать не обязательно, но я посыпала края резаными орешками. Они отлично сочетаются с тыквой, придавая ей ореховый аромат. Пирог печется при температуре 180-190 градусов в течение 35-45 минут в зависимости от вашей духовки. Горячий пирог поднимется, а после охлаждения немного опадет, но начинка останется нежной и воздушной. Пишите, пожалуйста, комментарии, ставьте лайк, проверьте, включен ли у вас колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем кулинарных успехов и здоровья! С вами была Ирина и канал Вкусно Все. Пока!